Почему же в Турции произошло это самое землетрясение и какое отношение это имеет к Израилю? Турция расположена в зоне сейсмической активности из-за своего географического положения на пересечении двух тектонических плит – Анатолийской и Эгейской. Эти плиты перемещаются и вращаются друг относительно друга, вызывая столкновения, которые могут приводить к сейсмическим явлениям, таким как землетрясения и вулканические извержения. Расположение Израиля на сирийско-африканском разломе, а также тот факт, что за всю историю здесь произошло немало сильных землетрясений, указывают на то, что в стране в любой момент может произойти сильное землетрясение. Итак, что известно о землетрясении на этот момент? Эпицентр на юге Турции, недалеко от границы с Сирией. Магнитуда основного толчка достигала 7,8 баллов. Было еще несколько точков послабее. Власти говорят, что это одно из самых мощных землетрясений в стране с 1999 года. Сотни зданий разрушены. Идет спасательная операция и разбор разрушенных домов. На севере Сирии также есть серьезные разрушения и жертвы, но масштаб оценить пока сложно. В Израиле во многих районах страны ощущались также толчки. Информации о поврежденных зданиях пока нет. Служба тыла распространила напоминание о правилах поведения при землетрясении. Цитирую. «Если вы находитесь в помещении, по возможности выйдите на улицу. Если нет возможности покинуть здание в течение нескольких секунд, выйдите в защищенную комнату и оставьте дверь или окна открытыми. Или выйдите на лестничную клетку и продолжайте движение вниз к выходу. Если же перечисленное невозможно, сядьте во внутренний угол комнаты или под тяжелую мебель и защитите голову руками». Хотелось бы напомнить неутешительный прогноз Национального управления по чрезвычайным ситуациям. Мощные толчки, которые привели к человеческим жертвам, были в Израиле в последний раз в 1927 году. Такое случается раз в 100 лет, и вероятность повышается с каждым годом. По словам экспертов, в результате разрушения домов в случае землетрясения могут погибнуть около 7 тысяч израильтян, 9,5 тысяч окажутся под завалами, 170 тысяч останутся без крова. Это гораздо больше, чем от любой потенциальной войны. В одном только Тель-Авиве 680 жилых зданий признаны активно опасными. Это данные Департамента по надзору за строительством инженерной службы. Это цифры на начало сентября 2021 года. В Ришон-Ле-Ционе более 300 строений определены как опасные. Такой официально называют постройку, в отношении которой есть реальные сомнения в ее устойчивости и стабильности из-за износа и дефектов здания, каркаса, фундаментов и других элементов. Всего в Израиле около 1 миллиона единиц жилья находится в старых домах и зданиях. Если вы живете в ветхом доме, обращайте внимание на его состояние. В Израиле существует законодательная база и научные исследования, направленные на улучшение защиты от землетрясений. Однако защита от землетрясений является сложным процессом, требующим многоэтапной подготовки, в том числе оценки вероятности рисков, проектирования и строительства сооружений с учетом сейсмической активности, а также обучения населения мерам безопасности в случае землетрясения. В Израиле также проводятся исследования и разработки в области сейсмостойкости зданий, чтобы улучшить их способность выдерживать землетрясения. Также в Израиле есть система предупреждения о землетрясениях, которая может предотвратить или уменьшить разрушения и потери жизни в случае землетрясения. Тем не менее, все же полностью защититься от землетрясений невозможно, и происходящие землетрясения могут причинять существенный ущерб и потери. Поэтому важно продолжать улучшать и активно реализовывать меры защиты и подготовки населения в случаях землетрясения. Законодательная база для обеспечения сейсмостойкости зданий включает в себя требования к проектированию, строительству и инспекции зданий, чтобы обеспечить их способность выдерживать землетрясения. Проектирование и строительство должны соответствовать нормам и стандартам, учитывающим сейсмическую активность в регионе. Кроме того, в Израиле также проводятся периодические инспекции зданий, чтобы проверить их
сейсмостойкость и устранить любые проблемы. В целом, сейсмостойкость зданий в Израиле является важным аспектом защиты населения от землетрясений, и власти продолжают улучшать и обеспечивать ее. В Израиле существует система предупреждения о землетрясениях, которая использует мониторинг сейсмической активности и предупреждение в реальном времени для предотвращения или уменьшения ущерба в случае землетрясения. Система мониторинга включает в себя полевые наблюдения и использование сейсмометров, которые отслеживают сейсмическую активность и определяют характеристики землетрясения. В случае возможного землетрясения информация может быть передана в реальном времени через систему предупреждения, чтобы предотвратить или уменьшить ущерб от землетрясения. Хотя система предупреждения о землетрясениях не может предотвратить землетрясение, но она может помочь снизить ущерб и спасти жизнь в случае ее возникновения. Кроме того, в Израиле также проводятся регулярные испытания системы и проведение учебных мероприятий для граждан, чтобы они могли лучше понимать, как вести себя в случае землетрясения. В общем, в Израиле уделяется большое внимание вопросу безопасности в случае землетрясений и используются технология и экспертные знания для сокращения рисков и ущерба в случае таких происшествий. На территории Израиля зафиксировано немало землетрясений, в том числе крупных и с человеческими жертвами. Опыт в мире показывает, что где бы ни происходили землетрясения в прошлом, они с большой вероятностью произойдут в этом же районе и в будущем. Ожидается, что в Израиле снова будет землетрясение, однако невозможно предсказать, когда оно произойдет. Невозможно, конечно же, предотвратить следующее землетрясение, но в наших силах снизить количество жертв, поскольку не само землетрясение угрожает людям, а объекты и сооружения вокруг нас, которые могут разрушиться и нанести травмы. Рифт Мертвого моря, также именуемый Сирийско-Африканским разломом, представляет собой основной источник потенциальных землетрясений в нашем регионе. Это граница двух плит, которая сдвигается относительно друг друга. Аравийская двигается в северном направлении, Синайская микроплита двигается в южном направлении. Эта граница проходит в восточной части Израиля вдоль Эйлатского залива, Аравы, Мертвого моря, долины реки Иордан и Галилеи. Средняя скорость перемещения между плитами составляет около 5 мм в год. Мы располагаем многочисленными историческими свидетельствами того, что эта сейсмическая активность приводила в последние тысячелетия к периодическим разрушительным и смертоносным землетрясениям во всех поселениях, расположенных на территориях современного Израиля и его окрестностей. Рифт Мертвого моря состоит из частей, и частота землетрясений различается в зависимости от места. Есть регионы, где частота движения участков земной коры относительно невелика, как в случае Сирийско-Африканского разлома. На всем протяжении границы плит, длина которой составляет около 1000 километров, встречаются участки, которые не двигались уже более 500 лет. Однако то, что в каком-либо месте не было сильного землетрясения очень долго, увеличивает вероятность того, что эти участки рано или поздно начнут двигаться и произойдет сильное землетрясение. Еще один важный участок в Израиле – это рифт Кармель, который наблюдается к югу от Йокнеама до Хайфского залива. Его расположение рядом с плотными городами и районами промышленной застройки может создавать значительные риски в случае землетрясения. Геологическая служба Израиля в настоящее время следит за движением континентов с помощью спутников и отслеживает землетрясения с помощью 6 сейсмических станций. Какие же сильные землетрясения произошли в прошлом в Израиле? Свидетельства подобного рода датируются уже эпохой Танаха. Мы также встречаем отчеты, относящиеся к периоду Второго храма. Цитирую. «В 7-й год правления Ирода был в стране иудейской гром, равного которому не видел свет, и погибло множество скота. Также около 30 тысяч людей погибли под развалинами домов, но войско, стоявшее лагерем под открытым небом, никак не пострадало от этого бедствия». Это Иосиф Флавий, «Иудейские древности».
Для того, чтобы эти даты хоть как-то соотнести с историей, я буду показывать портреты правителей, которые правили в тот либо иной период. Давайте также вспомним несколько других значительных землетрясений. 749 год нашей эры. Сильное землетрясение в Иорданской долине. Был полностью разрушен Бейт-Шеан и Хамат-Гадер. Тяжелые разрушения были также нанесены другим городам по всей стране. В основном в Твери, Иерусалиме, Лоди, Иерихоне и в городе Джараш в Иордании. 1033 год. Сильное землетрясение в Иорданской долине. Ущерб от Египта до Сирии. Иерихон был разрушен. Рамле и Шхем сильно пострадали. Также были разрушены мечети и церкви в Иерусалиме, Хевроне, Газе и Акка. 1068 год. Землетрясение произошло ориентировочно в Эйладском заливе или Араве. Тяжелые разрушения по всей стране, особенно в Рамле и ее окрестностях. 1202 год. Землетрясение силой более 7 баллов в Галилее, в Ливанской долине. Тяжелые разрушения были в Сирии, Ливане и Израиле. 1546 год. Землетрясение выше 6 баллов. Сотни погибших в Шхеме, Иерихоне, Иерусалиме, Хевроне, Газе, Рамле и Яффо. 1759 год. Землетрясение выше 6,5 баллов в Ливанской долине. Землетрясение вызвало горизонтальное смещение поверхности, которое сместилось на полметра на берегу Иордана. 1837 год. Землетрясение с оценочной магнитудой 6,5 баллов происходило на севере Израиля и Ливане. Тяжелые разрушения по всей Галилее, особенно Цфат, Тверия, Шхем, Акка, Нацерет и Цур. 1927 год. Землетрясение магнитудой 6,2 в районе Мертвого моря. Ущерб городам по всему Израилю. Погибло более 300 человек, разрушено более 10 тысяч зданий. В ноябре 1995 года, это произошло совсем недавно, в Эйладском заливе произошло самое сильное землетрясение, когда-либо зафиксированное в этом регионе – 7,2 балла. Его эпицентр находился в 100 километрах к югу от города Эйлат и Акаба. Оно не повлекло за собой крупный материальный ущерб и многочисленные человеческие жертвы из-за относительно большого удаления от населенных регионов. Основной материальный ущерб понесли небольшие деревни на побережье египетской части Сирийского полуострова и Саудовской Аравии. Была разрушена недостроенная гостиница в Эйлате, но при этом, к счастью, никто не пострадал. Кроме того, в дорожном покрытии и стенах домов в Эйлате образовались трещины.